В этом видео вы увидите самый дорогой Bugatti стоимостью $5,8 миллиона, необычный Maybach за 8 миллионов и многие другие невероятно дорогие автомобили, позволить которые себе могут только миллиардеры. А в конце мы покажем машину, которую супружеская пара купила за безумные $28 миллионов. Aston Martin Vulcan. Это один из самых редких гиперкаров. Впервые машину представили во время Женевского автомобильного салона в 2015-м, но до сих пор это одна из самых технологичных машин, созданных британскими инженерами. Всего было построено 24 автомобиля, и автомобиль предназначался только для трековых поездок. Для каждого из владельцев Aston Martin Vulcan была разработана уникальная программа обучения пилотажу, начиная с базовых моделей и заканчивая оттачиванием мастерства на трековом суперкаре. Однако сообщалось, что некоторые автомобили позже были переоборудованы для уличного использования. Vulcan оснащен безнадувным 7-литровым двигателем V12 мощностью 800 лошадиных сил. Можете представить себе звук выхлопа. С 0 до 100 км в час автомобиль способен разогнаться всего за 2,9 секунды и развить максимальную скорость 360 км в час. Вы могли бы купить Aston Martin Vulcan за $2,3 миллиона США, когда автомобиль первоначально рекламировался, но их разобрали буквально за минуты, а теперь вот незадача, просто никто не продает. Идем от меньшего к большему. И самый дешевый автомобиль в нашем списке стоит скромные $2 300 000. Ferrari Pininfarina Sergio. Представленный в качестве концепт-кара, Pininfarina Sergio был впервые показан на автосалоне в Женеве в 2013 году. Это была дань уважения бывшему председателю компании Серджио Пининфарине, легендарному автомобильному дизайнеру, который умер всего за год до этого. Двигатель V8 выдает 570 лошадиных сил, что позволяет разогнаться до 320 км в час, а первую сотню набрать за 3,4 секунды. Звучит не так современно, конечно, но это скорее икона стиля, чем классический гиперкар в нашем понимании. Дизайн был основан на Ferrari 458 Spider. Всего было изготовлено 6 экземпляров, и все они были проданы группе состоятельных людей. Ни одна из машин больше не перепродавалась, так и осев в коллекциях. А ее первоначальная цена составила $3 миллиона. Звучит же дорого, а на деле копейки, кратно дешевле машин из топа нашего списка, поэтому давайте понемногу набирать обороты. Люкан Гиперспорт. Это продукт ливанской автомобильной компании V-Motors, которая сотрудничала как с ливанскими, так и с итальянскими инженерами. Гиперспорт был первым автомобилем в мире, фары которого были инкрустированы бриллиантами 15 карат. Покупатели также могли выбрать рубины, желтые бриллианты и сапфиры. Звучит как что-то на богатом, конечно, но и спортивные характеристики не подвели. 7 анонсированных машин были разобраны за сутки, а тут еще и кассовый «Форсаж 7» подоспел, где Доминик Торетто и Брайан О'Коннор занимаются эквилибристикой на Люкан Гиперспорт, летая на нем из небоскреба в небоскреб. Но ребята не решились расширять производство, так и оставив лимитированное количество. 3,8-литровый двигатель с двойным турбонаддувом, установленный сзади, выдает 780 лошадиных сил и 708 фунт-фут крутящего момента. Вся эта мощь означает, что автомобиль может развить скорость до 240 миль в час. Правда, и цена соответствует – $3,5 миллиона. Дорого-богато, конечно, но давайте поговорим про классику автомобильного спорта и гиперкаров. McLaren P1 LM. McLaren P1 LM – это более или менее легальная уличная версия McLaren P1 GTR, предназначенная только для треков. Ланзанте, британская фирма, купила оригинальный P1 и переоборудовала его для продажи. Всего было изготовлено 6 LM. 5 были проданы частным покупателям, а 6 под кодовым названием XP1LM
Прототип P1LM сейчас используется для разработки и тестирования будущих проектов. P1LM оснащен более мощным двигателем V8 с двойным турбонаддувом, чем P1 и P1 GTR, и развивает ограниченную максимальную скорость 214 миль в час. При этом разгон до 100 км за 2,4 секунды, а мощность составляет практически 1000 лошадиных сил и 1500 Hм крутящего момента. Хоть и цена в $3,6 миллиона кажется астрономической, но в нашем списке лишь почетное 10-е место. Lamborghini Sian. Lamborghini Sian выпущен ограниченным тиражом в 63 автомобиля, и все они уже проданы. Lamborghini создала гибридный суперкар Sian с 6,5-литровым двигателем V12 и дополнительным электродвигателем. 819 лошадиных сил и разгон до сотни за 2,8 секунды. При этом автомобиль вполне возможно использовать и в повседневной жизни, в отличие от абсолютного большинства в нашем списке. Это самый первый гибридный автомобиль, проданный Lamborghini, и каждый автомобиль будет индивидуально настроен в соответствии с предпочтениями владельца. Первоначальная цена продажи Sian составляла $3,6 миллиона США, а сейчас уже варьируется в районе 4 миллионов. Koenigsegg CCXR Trevita. Производство CCXR Trevita, которое должно было быть ограничено только 3 единицами, стоило так дорого, что Koenigsegg решил сделать автомобиль еще более эксклюзивным и ограничить количество всего до 2. CCXR – это самая экологически чистая версия CCX, оснащенная 4,8-литровым двигателем V8 с двойным наддувом, работающим на этаноле E85 и E100. При работе на этаноле мощность автомобиля увеличивается до 1004 лошадиных сил, что является прямым результатом охлаждающих свойств этанола в камерах сгорания двигателя, позволяя машине максимально раскрыться. Его максимальная скорость составляет 254 мили в час. Автомобиль сильно кастомизируется под каждого клиента. Некоторые из его особенностей включают отделку из углеродного волокна с алмазным плетением, уникальное двойное заднее крыло из углеродного волокна, выхлопную систему Inconel, углеродно-керамические тормоза с ABS и систему контроля шин. Один из 2 автомобилей принадлежит личной коллекции Флойда Мейвезера, который он купил за $4,8 миллиона, и он явно не собирается продавать этого красавчика. Pagani Huayra Imola. Суперкар, сделанный на фундаменте родстера BC. Масса автомобиля 1246 килограмм. Причем 5 килограмм сэкономила особенная краска. Построено было лишь 5 экземпляров, все из них уже проданы. Сердцем итальянского гиперкара является 6-литровая V-образная 12-цилиндровая силовая установка от Mercedes-AMG, имеющая 2 турбины. Однако итальянским инженерам этого показалось мало, поэтому они немного модифицировали двигатель. Поэтому он генерирует 827 лошадиных силы и 1100 Hм. В общей сложности было произведено лишь 5 подобных моделей. Цена варьировалась под каждого заказчика из-за отделки и определенных пожеланий, ведь итальянцы всегда стараются угодить своим клиентам. Кстати, изначально автомобиль должен был называться Dragon, однако дебютировал как Imola. Цена составила сумасшедшие на тот момент $5,4 миллиона. Ну и, конечно, куда без нашего любимчика, народного автомобиля – Bugatti Divo. Имеющий много схожего с Bugatti Chiron, Divo лишен части шумоизоляции и оснащен более легкими колесами. Автомобиль имеет оптимизированную аэродинамику. За счет своей конструкции Divo обладает мощностью 1500 лошадиных сил, а до 100 км в час разгоняется за 2,4 секунды. Но самое интересное – двигатель и все, что с ним связано. В задней части кузова расположился V-образный 16-цилиндровый бензиновый мотор. Монструозный 8-литровый агрегат работает в присутствии 4 турбокомпрессоров.
Максимум, на что способен мотор – 1500 лошадиных сил мощности и 1600 Hм крутящего момента. Сумасшедшая мощь для автомобиля, который весит всего 1960 кг. Разгон от 0 до 100 км в час занимает у гиперкара каких-то 2,4 секунды. В этот момент машина создает 456 кг прижимной силы, а водитель с пассажиром испытывают перегрузку 1,6 G на каждого. К слову, это всего лишь на 0,1 G меньше, чем в салоне авиалайнера во время взлета с полосы. Да и стоит он как самолет – $5,8 миллиона. Автомобиль сумасшедший с точки зрения технологий, но мы наконец приближаемся к нашим тяжеловесам по цене. Mercedes-Maybach Exelero. Этот автомобиль существует лишь в единственном экземпляре. Сейчас он находится во владении американского рэпера Брайана Уильямса. С места до 100 км в час автомобиль разгоняется за 4,4 секунды, а максимальная скорость составляет 351 км в час. Двигатель Exelero позволяет иметь 800 лошадиных сил. Интересно, что к дизайнерским разработкам была привлечена 4 студентов из университета в городе Пфорцхайм, а принят за основу проект 24-летнего Фредерика Бурхарта, который и реализовала вручную известная итальянская фирма по производству кузовов Стола. Даже на фотографиях выглядит монументально, но при этом еще и стремительно. В нем есть что-то от Бэтмобиля. Дизайнеров, впрочем, вдохновлял отнюдь не транспорт мифического супергероя, а вполне реальный автомобиль, который в 30-е годы прошлого столетия использовался фирмой Fulda для скоростных испытаний своих покрышек. И это уверенное 5-е место с ценой в $8 миллионов. Конечно, автомобиль уступает современным гиперкарам в плане скорости и технологичности, но с точки зрения дизайна и реализации настоящая жемчужина автостроения, да еще и в единичном экземпляре. SP Automotive Chaos. SP Automotive Chaos – сокращение от Spiros Panopoulos. Представленную машину трудно классифицировать. Среднемоторное купе отличается от любого другого автомобиля в первую очередь материалами. Для изготовления монокока использован зелон на основе полиоксазола. Этот полимер прочнее кевлара в 1,5 раза. Он используется в болидах формулы и космических кораблях. Крыша выполнена из материала, второе имя которого говорит само за себя – металлическое стекло. Базовая версия Chaos F-Version оснащена двигателем, развивающим 1389 Hм. При массе в 1388 кг машина разгоняется до сотни за 1,9 секунды, а 300 км в час за 7,9 секунды. Экспериментальная версия Chaos Zero Gravity работает на биотопливе E85 и способна выдать 1484 Hм. До сотни километров в час этот хаос разгоняется за 1,5 секунды, а порог в 3 сотни преодолевает за 7,1 секунды. Максимальная скорость свыше 500 км в час, но лишь в теории. Протестировать подобное на трассе не представляется возможным. Автомобиль с 4-литровым двигателем обладает мощностью в 2000 лошадиных сил. Но это более бюджетная версия за 10 миллионов. А вот версия Zero Gravity стоимостью аж 14 миллионов куда сильнее – 3000 лошадиных сил. Pagani Zonda HP Barchetta. Он дополняет и без того невероятное наследие Pagani Zonda и отличается довольно уникальным внешним видом. Задние колеса частично покрыты углеродным волокном, лобовое стекло меньше обычного, а сам автомобиль без крыши. Пиковая мощность Барчетта составляет 789 лошадиных сил, а максимальная скорость составляет 221 милю в час. Разгон до сотни составляет 3,1 секунды. Эта версия немного отличается от предыдущих, и предназначалась она для самого основателя компании Горацио Пагани. И буквы HP Горацио Пагани говорят об этом.
Точнее, один из автомобилей, поскольку новинка была выпущена в 3 экземплярах. Как и другие спецверсии, новинка имеет свою комбинацию аэродинамических элементов на кузове. Например, передний обтекатель с черным клювом почти такой же, как у экстремальных модификаций прошлых лет. Итальянский дьявол на 3-м месте с ценой в $17 миллионов. А теперь автомобиль, который несколько лет считался самым дорогим, но теперь потеснился с пьедестала. Bugatti La Voiture Noire. Это часть планов Bugatti по выпуску 2 нестандартных автомобилей каждый год. Был построен только один Noire. Хотя Bugatti впервые упоминает о Noire в 2019 году, компания заявила, что ей нужно еще 2,5 года, чтобы закончить производство автомобиля. Решетка радиатора намного больше, чем у Chiron. Передний бампер представляет собой один большой воздухозаборник, что существенно отразилось на аэродинамике. Также можно отметить другую оптику, которую вмонтировали прямо в крылья гиперкара. Кузов целиком изготовлен из углеволокна. Через глубокий черный цвет можно разглядеть параллельно пролегающие нити. Тончайшие волокна диаметром от 3 до 15 мкм гарантируют бескомпромиссную прочность на кручение, растяжение и прочие механические характеристики. Bugatti La Voiture Noire обладает максимальной скоростью 261 миля в час и разгоняется от 0 до 60 миль в час за 2,5 секунды. Производитель заявляет, что анонимный покупатель приобрел автомобиль по цене $18,7 миллиона после уплаты налогов. До вычета налогов автомобиль стоит около $12,4 миллиона США. Rolls-Royce Bobtail. Первое место и новенький Rolls-Royce Bobtail – роскошный авто, точная цена которого неизвестна. Британская фирма изготовила всего 3 экземпляра этого авто, и один из них, по слухам, купила звездная пара Jay-Z и Beyoncé. Bobtail основан на той же базовой платформе, что и Phantom, и использует существующую архитектуру компании. Однако Rolls-Royce заявляет, что это необычная модель с множеством сделанных на заказ дополнений и дополнительных функций, а совершенно новый автомобиль. Автопроизводителю потребовалось 8 месяцев, чтобы адаптировать шасси к пропорциям хвостовой части лодки, которая составляет 5,8 метра. Он также получает 1813 новых и полностью сделанных на заказ деталей. И здесь нет умопомрачительных скоростных показателей, просто безумно выверенный дизайн и эстетика, которая показывает статус владельца. Нет золотых дверей или выдвижных крыльев, но его задняя часть похожа на корму лодки, открывается в гостевой люкс с кулером для шампанского и навесом от солнца. Также в задней части есть место для хранения фарфоровых тарелок. В общем, все, что надо, чтобы по дороге вдоль морского берега в любой момент остановиться на пикник и насладиться видом, не чураясь палящего солнца. Кабриолет с мягкой крышей обошелся им в рекордные 28 миллионов, а стоимость остальных умалчивается, возможно, и гораздо больше, но будем отталкиваться от известных нам цифр. И как вы можете понять, дорого – это не всегда про скорость и гоночные показатели. Дорого – это стиль и эксклюзивность. За это люди готовы платить. Спасибо за просмотр.